Олег пришел. Начнем занятия. Мирик, отойди. Сели все. Сейчас все положу на стол. Мирик, садись. Вот это кто? Белка. Белка. Молодец. Это у нас... Это кто у нас? Мирик. Славик, может, ты знаешь, это кто? Кенгуру. Мгм, правильно. Это у нас рысь. Это у нас кто? Рысь, я его смотрел. Олег, это кто у нас? М? Нет. Нет, кошка. Мирик, это кто? Кошка. Кошка. Правильно. Знаем почти всех животных уже. Это кто? Сава. Заяц. Это кто? Лиса. Я работаю в Харсаимской школе 41 год. После окончания Салихардского педагогического училища приехала работать в Харсаимскую школу. Так как не было вакансии учителя, я пошла работать в интернат воспитателя. 4 года проработала в интернате. Раньше дети, говорившие на ханта-языке, приезжали учиться и жить в интернат. Нынешним детям тяжело говорить на родном языке. У них родители сейчас не говорят на ханта-языке. Поэтому детям изучать язык тяжело. Как на ханта-языке будет мама? Дедушка? Гулящий. Я после школы училась в Салихарде. Окончила, получается, на бухгалтера. Но потом я окончила эти курсы переподготовки. И, получается, как воспитатель сейчас иду. И работаю как кочевой воспитатель. Как идут в школу, они прекрасно знают, сколько будет 1+1. Ну, то, что они изучают в первом классе. И вот различают цвета, например, красный, желтый. Прекрасно различают, что какого цвета, как себя вести, как держать ручку. Вот это вот то, что они проходят в первом классе, они идут в школу и уже знают.
что вот это вот так делается. Что? Что ты хочешь? На буран? Иди. Сейчас тебе помогут. Хитрая лиса, хитрая лиса, хитрая лиса. Ты где? Кого поймала? Хорошо размялись. Садитесь. Продолжаем работать. Где они? Ульяна, это Иса. Покажи, Ульяна. Встань с этой стороны доски. Покажи, какие это звуки. Звук это Молодец. Садись. Для того, чтобы детям было интересно заниматься на уроках, я разрабатываю различные викторины, шарады, рассказываю сказки. Перед новогодними каникулами провожу для детей поле чудес. Вопросы составляю на ханте и на русском языках. Разберем, как переводятся эти слова. Листок или бумага, хорошо. А торон, Сема, торон чит мала. Пам мала чит. Трава, трава. Идите к доске. Молодец. Смайликом нарисуйте, если вам урок понравился, если вы все поняли, улыбающегося. А если не поняли, грустного. Настя, Раньше для детей кружки проводила. Шили с ними сумочки, плели из бисера, вязали крючком. Сейчас детям нужны только телефоны. Там стоит. Ты наш пускай упадет на нас. Это, Колобок, а я тебя... Аняган бинокун гань санкосту. Мы подвижные игры проводим. Кого мы эти нам выдают эти материалы, получается. И например, пластилин, из пластилинов лепят всякие фигурки, а потом клеим что-нибудь, какие-нибудь эти фигурки тоже клеим. Разрезаем еще. Нам еще эти ножницы выдают, клей, вот эти вот цветные бумаги. И вот это вот все делают. Например, мы какой-нибудь праздник, 8 марта. Детишки могут сделать какой-нибудь рисунок, либо наклеить что-нибудь такое. Цветочки. И на другие тоже праздники что-нибудь делают такое по теме праздника. А дикуночка я веду, что не май лучше в этом не
Канявин гань лучше вадам птикай. Он дрем. Сейчас дети плохо знают родной язык. Не на вадам честно хамидам без. Лучше вадам гамдрем, не на вадам гамдрем. Видите, я тоже говорю то по-русски, то по-ненецки. Телефон и трек. Наверное, виноваты мультики, телефоны. Они маму не канал лучше вадам нет кинчават. Чем занимаешься? Мясо распиливаю. Дрова привез? Ну да. Чай готов? Чай я нюхаю. Должен быть горячий. Сейчас зайдем и будем пить чай. Ну что тут? Каргинева, мамника мы тут и веду никакой си цедварар ним, да? Ага, это ханян синги недим дать. Седа бугу. Подшиваю детям одежду. Они носят один за другим. Ай, мам да урангу. Славикан мапта ляля. Славикан мапта. Иди, Славику покажи. Малыш не дает работать. Шью, пока еда готовится. Кочевой воспитатель, кочевой повар. Короче, все вместе. Универсальный человек, да, получается. Мама, посмотри. Не уню. Тиню. Славикан лапта картляля. Славикан лапта. Вот молодец. Вот как хорошо. А давай Славику покажем. Ой, не уню, не уню. Ага. Мама. Угу. Untuk apa ya, Pak? Этим летом было много морожки. Мы с дочерью ездили собирать. Внуков с собой брали. Эти узоры для бурок я плела давно. Лежат, ждут, когда ими украсят бурки. Это украшение для манжет на платье. Моя мама была мастерица, шила красивые кисы, ягушки, малицы. Я родилась в деревне Усть-Войкары.
Мама там работала на рыбоучастке. Раньше папа там рыбачил. Когда мне было 5 лет, отца не стало. Нас с братиком растил отчим. Он тоже был рыбаком. Это фото было сделано, когда я училась в Осиховской школе в 7 классе. Это в 8 классе. В школе поселковые дети хорошо учились. Во 2 классе я решила, что тоже могу учиться хорошо. Начала каждый день читать. Это помогло мне улучшить навыки чтения. В результате я стала учиться лучше. На этом фото я после окончания педучилища. Летом мы сетки ставим. Ездим в маленькую деревню Вылпас отдыхать. Там у нас есть дом. Мой муж рыбачит, ездит удить. Я раньше тоже с ним ездила на рыбалку. Внук с нами ездил. Как-то он на удочку поймал большую рыбу. Обрадовался. Рыба! Отпуск у меня получается 60 календарных дней. По маю, по июнь мы кослаем. В это время обычно ставят в отпуск. В этот период. Родители у меня оленеводы. Только зимой, в холода, они переезжают в село. Сейчас есть возможность пожить и в селе, и в тундре. Молодежь хочет кочевать в тундре. Главное – найти пару. Если один из них не хочет кочевать, второй тоже не поедет. Если девушка любит, поедет за любимым.